Всем привет, у аппарата DJI, и сегодня хотелось бы поговорить о вновь разгоревшемся военном конфликте между Индией и Пакистаном. И это не простая перестрелка где-то там далеко, и нас в общем-то не касается. Это не так. Если конфликт обострится до предела, мало не покажется никому. Так как Индия и Пакистан, если вдруг кто не знал, имеют в своем арсенале ядерное оружие и средства доставки онного по назначению, так что если взорвут там, дойдет и до нас. Можно в этом не сомневаться. Здесь необходимо отмотать назад и рассказать, а как так случилось, что эти две страны, в общем-то в чем-то близких и имеющих общую историю, корни, во время английского правления эти территории входили в британскую Индию, как они стали непримиримыми врагами. В те времена цивилизованная Англия выжимала все соки из своей колонии. Не только из Индии и других, конечно же, тоже. Как, в общем-то, это и водится у всех просвещенных стран. Не знаю, можно ли это назвать геноцидом, но если даже и нет, то то, что вытворяли британцы в Индии, это очень и очень близко к этому. Тут можно вспомнить и про «Бремя белого человека» Киплинга, и про много чего еще. Местное население держали за людей второго, третьего и так далее сорта, и могли делать с ними все, что нужно белому господину. Естественно, что местное население было строго против такого обращения к себе и всячески старалось бороться. На сайте dji.ru есть раздел, посвященный истории Индии, так что не буду детально на этом останавливаться. Все ссылки будут в описании к этому видео. Борьба была долгой, упорной и закончилась только в 1947 году. Уже в ходе самой борьбы проявились определенные противоречия между мусульманами и индусами. Опять же, англичане по старой доброй традиции, разделяя власть, активно этому способствовали, чтобы индусы и мусульмане не могли выступить в борьбе единой силой. В частности, лидерам мусульман они говорили, что если мы уйдем из Индии, то индусы непременно начнут гонения на мусульман. Мусульмане хотели отдельного от индусов государства. Сразу же после обретения независимости в Индии вспыхивают среди населения массовые конфликты на почве религии, порой очень кровавые. И даже мощный авторитет Махатма Ганди не смог помочь и принести мира. Во время согласования границ были допущены много ошибок. К Индии отошли там земли с преобладающим мусульманским населением, а Пакистану районы, где было большинство индусов. На этой почве тут же образовались еще новые очаги нестабильности. И люди начинают в массовом порядке мигрировать. Индусы из Пакистана в Индию, а мусульмане, соответственно, из Индии в Пакистан. По некоторым данным, около 7 миллионов людей ушли из Пакистана в Индию и примерно столько же из Индии в Пакистан. Естественно, такие массовые переселения не могли происходить мирно. Очень напряженная ситуация сложилась на севере, в княжестве Джамму и Кашмир. Там было большинство мусульман. При этом правитель был последователь индуизма, который хотел суверенитета как от Индии, так и от Пакистана. Но мусульманская община опасалась, что в конце концов они все равно войдут в состав Индии, так как правящие классы были индусами. Начались стычки, потом все вылилось в открытое противостояние. Местная власть перестала контролировать ситуацию. Пакистан стал оказывать существенную поддержку отрядам восставших.
после чего они смогли занять большую территорию Джамму и Кашмир, в том числе и столицу княжества Шринагар. Местная власть обратилась за военной помощью к Индии. За это они пообещали, что княжество войдет в состав Индии. Спустя буквально пару месяцев после обретения независимости на территории уже бывшей Британской Индии начинается полноценная война. Достаточно легко индийской армии удалось выбить мусульман из Шринагара и ряда других городов. В конце 1948 года противоборствующие стороны зафиксировали свои позиции на так называемой линии контроля. За Пакистаном оставалось примерно 40% территории Джамму и Кашмир, остальное, соответственно, за Индией. Прошло меньше 20 лет, и конфликт вспыхнул с новой силой. В ходе нового эпизода противостояния погибло более 10 тысяч человек. В 1966 году Индия и Пакистан подписали в Ташкенте декларацию и вернулись на прежние позиции. Через 5 лет пакистанская армия и индийская снова столкнулись, теперь уже из-за другой территории, Восточного Пакистана, который потом получит независимость и станет Бангладешем. Тогда Индия одержала внушительную победу. Примерно 100 тысяч пакистанских военнослужащих сдались в плен, а Бангладеш стал независимым от Пакистана. До 1999 года удавалось поддерживать мирные отношения. В отличие от других эпизодов, в этот раз до полномасштабной войны конфликт не разгорелся. По некоторым данным, Пакистан потерял около 1500 военных, а Индия 500. После 1999 года больше боестолкновений не было, хотя обе стороны несколько раз были к этому очень близки. В 2001 году произошел теракт в парламенте Индии. Нью-Дели обвинил в этом Пакистан. Границы были с обеих сторон стянуты войска, но обошлось. Потом был еще один напряженный момент в 2008 году, когда в Мумбаи произошли теракты, совершенные радикальными исламистами. И в этот раз тоже оба государства подтянули войска к границам, и тоже обошлось без кровопролития. И вот наступил нынешний 2019 год. 14 февраля, когда все прогрессивное человечество дарит друг другу милые открыточки в форме сердца, смертник подорвал себя, когда мимо проходила колонна индийских войск. Результат: 45 военных погибло. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад. Что интересно, эта новость в российских СМИ прошла как-то незаметно. По крайней мере, в топе главных новостей по версии Яндекса ее не было. При этом в самой Индии, естественно, это произвело эффект как от взрыва атомной бомбы. По словам очевидцам, даже сами мусульмане выходили на улицы и обрушивали на пакистанцев своих единоверцев проклятия и пожелания, чтобы они попали в ад за свои злодеяния. Более того, готовы были отправлять своих детей, чтобы отомстить им. То есть патриотические настроения захлестнули в Индии всех, вне зависимости от той религии, которую они исповедовали. Спустя почти 2 недели, 26 февраля, военно-воздушные силы Индии совершили бомбовый удар по военному лагерю указанной группировки. По индийским данным, удалось уничтожить примерно 300 боевиков Джаиш-е-Мухаммад. В том числе была полностью уничтожена инфраструктура этого лагеря, в том числе транспорт и склады с оружием и боеприпасами. Стоит ли говорить, что уничтоженная база находилась на пакистанской территории Кашмира? На следующий день теперь уже пакистанские ВВС сбили 2 индийских самолета-истребителя. При этом один пилот попал в плен. И вот на днях пакистанские власти проявили жест доброй воли и передали индийского пилота на родину.
В Индии это было сравни национальному празднику. Люди выходили, танцевали и были рады, что пилот вернулся домой. Очень надеюсь, что на этом конфликт сойдет на нет. По крайней мере, его горячая фаза. В качестве заключения. Конфликт старый. Стороны решить его сами не могут. Соответственно, он обречен периодически возобновляться с различной степенью обострения. В чем отличие последнего конфликта от предыдущих? В том, что, как утверждают некоторые эксперты, здесь не обошлось без геополитики. Они предполагают, что США вполне могли либо изначально стоять у истоков этого конфликта, либо хорошо его разогреть до кровопролития. Зачем это им было нужно? Для того, чтобы создать нестабильность вблизи западной границы Китая. Возможно. Почему бы и нет? У Америки сейчас с Китаем отношения явно не складываются. Идет торговая война между ними. Поэтому в качестве козыря вполне может быть. К этому еще хочу добавить несколько слов о борьбе с терроризмом. Без каких-либо претензий на экспертность, в данном случае вполне имеют дилетантский взгляд, но, как мне кажется, он вполне логичный. Очевидно, что с терроризмом нужно бороться. Это даже не обсуждается. Вопрос в другом. Какими методами? Как мне кажется, одними бомбардировками эту проблему не решить. В первую очередь террористов нужно отрезать от каналов финансирования и лишить их социальной базы, где они набирают себе смертников. Понятно, что если у человека нет ни работы, ни жилья, ни каких-либо вообще перспектив, он становится легкой добычей для вербовщиков. Он задает себе вопрос, а почему кто-то хорошо живет, а я живу плохо? Если это традиционное общество, где сильное влияние имеет религия, он идет за ответом в храм, в мечеть, в церковь, неважно. С мыслью, что может быть я просто плохо молюсь, вот в этом все дело. Или может быть неправильно соблюдая какие-то ритуалы. А там, в храме, его встречают проповедники, которые дают ему простые ответы на его вопросы. Ты плохо живешь? Потому что есть евреи, индусы, американцы, нужно подчеркнуть, они у нас все забирают. Вот надо их убить, и все наладится. А ты лично за свой поступок попадешь в рай, потому что пожертвовал собой. При этом этому смертнику, будущему смертнику, не приходит в голову, что его довел до состояния нищеты не какой-то американский или еще какой-то олигарх. В первую очередь его довел до этого состояния местный олигарх, который тот же самой верой, тот же самой нацией, что и он. Потому что у денег нет религии. Миллиардер-пакистанец и миллиардер-индус прекрасно будут вести общие дела. В то время как обычные люди будут грызть друг другу глотки. В этом и есть вся трагедия. При этом, если их бизнес-интересы разойдутся, то воевать отправятся дети простых людей. А дети этих олигархов будут находиться в безопасном месте, где пули над головой не летают и бомбы сверху не падают. И как мне кажется, если бы вот такая вполне себе незатейливая мысль дойдет до людей, смертников станет меньше и, возможно, терактов тоже. Вот, наверное, и все, что хотелось сказать по данному вопросу. Если понравилось видео, жмите на палец вверх. Если не понравилось, жмите на палец вниз, соответственно. Если еще не подписались на мой канал, не проходите мимо и подписывайтесь. А чтобы не пропустить новые видео, жмите на колокольчик.
Если есть что сказать по данной теме, тоже не нужно себя сдерживать. Пишите в комментариях всю правду, какая она есть. Особенно приветствуются, конечно же, секретные материалы и конспирологические теории. Все, ритуальные фразы сказал, так что теперь точно все. Пока, до новых встреч у аппарата и мирного неба вам над головой.